Всех приветствую на канале Майер, гостей, подписчиков моих. Сегодня хочу познакомить более детально со своим гаражом, как я его обустроил для работ. В принципе, это и гараж, это и мастерская. Вот так он выглядит, гараж общим планом. Сейчас по очереди все пойду, все покажу, ничего не скрывая. В общем, основное назначение гаража — это хранение вот такого мотоцикла из Планета 5. Вторая задача у него — ремонт машины. Это на яму. Яма есть тут 2 метра где-то на глубиной. И третье, тут произвожу мелкие какие-то ремонты, что-то плотничаю, столярничаю. Вот так все выглядит. И пойду по часовой, значит. Так. Гаражные ворота, это значит просто из уголка сварен каркас. Видите, полностью зашиты пеноплексом в качестве утепления. Еще не до конца доделаны. Здесь еще паркетной доской зашью. Вот типа такой вот. И будет прилично смотреться. Крепление. Видите, вот сварил вот здесь трубку и простое. Также они упоры, чтобы двери, вот сейчас ветер сильный, чтобы двери не закрывались, не раскрывались. Видите, они нормально, надежно действуют. Можно их воткнуть поглубже в землю, все. Итак, немножечко скажу о габаритах. Значит, габариты 2,20 высотой до потолка. Стены, значит, у меня шириной 3,5 метра. И длина гаража 7 метров. Но еще есть 4 метра дальше. Если стену кирпичную разобрать, можно увеличить на будущее гараж. Дальше есть окна. Ну, такие рамы я сам их сделал. На своем станочке выпилил. Двойное остекленение. Ну, колонка стоит, как в гараже, без музыки. Самодельная колонка. Здесь ящик, значит, все, что касается запчастей мотоцикла. Когда ремонтировал, все сюда складывал, какие-то запчасти, все это. Дальше вот такой столик-циркулярка перед окном. Здесь можно паять, что-то такие работы проводить. Рядом розетки находятся, также прожектор находится с освещением. Вот так пока. Электричество я до конца не продумал в гараже. Пока кабель-каналы по всему периметру, розетки все выведены. Но с электричеством буду думать. Вот видите, как пробный сделал светодиодный фонарь на 100 ватт. Буду что-то еще дальше, пока не продумал. Дальше у меня вот такой стенд, щит деревянный. Все на гвоздиках, все вот таким образом. Все наглядно, все доступно, все быстро съем. Руками взяли все, что увидели, и работаем. Внизу такая планочка с отверстием, все подписано, это сверла. Все от 1,5 мм до 10 мм сверла, все стоят, все наточены, все нормально с ними. Дальше, это у меня станок недоделанный, но скоро уже я его запущу, это фуганок будет. Видите, да? Механизмы есть, все на подшипниках, ножи, все есть. Надо только двигатель киловатта на 3, я думаю. Пока не определился с двигателем. Вот ножи, все наточено. Будет такой фуганок. Пока им еще не работал. Под фуганок складываю всякие болгарки, все прочее. Также инструмент приношу, если какой-то в гараж. Я вот так в ящиках сюда выставляю. Вообще, как бы, непостоянное место хранения.
Так, надо потише, наверное, музыку сделать. Это приходится кричать. Так, сделали потише. Дальше идет сварочный пост. Ну, вот набор ключей, кстати, вот видите. Такое вот решение консольное. Подвесил. Удобно. Вот эти мне ключи нравятся особенно. Которые имеют трещотку. Так, вот весь набор почти у меня. Весь есть, кроме 19 ключа. Пока еще пустуют. Ну, скоро прикуплю 19 ключ. Будет полный набор. Так, очки в сторону. Сварочный пост вот так выглядит. Сварочный аппарат стоит на досточках. Металлический стол. Все, это я активно пользуюсь сваркой. Постоянно что-то варю. Дальше идет у меня электрощитовая такая. С электричеством еще не до конца. Не до конца. Еще все в работе. Все думаю, как сделать. Но пока что вот блок предохранителей. Каждый предохранитель для облегчения подписан. Вот такие ярлычки на компьютере отпечатал, приклеил. И вижу розетки левые, розетки правые, свет в яме, общий автомат. Все подписано. Внизу такой стенд, как в магазине. Это всякая химия для машины. Очень удобно. Все на глазах, что нужно, быстро взял. Снизу такой щит. Ну и сюда просто строительный какой-то инструмент, топорики, все это. Быстро зашел, положил, взял тоже все. Много места много места не занимает. На стене все это прижато. Дальше, ну, это дверь. Второй, как говорится, второй запасной выход эвакуации. Вот такая дверь. Но она уже все готово сделана. Обшита паркетом. Утепленная, тоже пеноплексом. Здесь тоже пеной. Швы плотно пропенил. Все закрывается, ничего нигде не поддувает. Все плотно. Вентиляция в гараже, также сразу хочу сказать, пока никакой. Все естественный приток, если какой-то появляется воздуха. С вентиляцией еще не думал, еще не делал. Единственное, по смотровой яме сделал, уже когда заливал полы, сделал подвод воздуха, как он, приточный воздух, вытяжку вывел с помощью вот таких гофрированных труб. Вот видите, все это будет выводиться, скорее всего, наружу, ну там как решу. В общем, таким образом. Далее у меня, значит, как заходишь, здесь старый стол. Этот стол надо будет, я потом делать буду новый стол, пока еще не делал. На нем находится вот такой вот у меня с наждачным кругом. Ну, не знаю, как это. Вот это наждак, в общем. Это заводской наждак. А это стиральная машина, взят двигатель, конденсатор. Вот сейчас он включен. Видите, да? Полочка для ноутбука. Вот полочка. Мышь, планшет. Все тут заряжается. Всегда можно по машине какую-то информацию быстро включил, посмотрел. Вот так она выглядит. Далее посередине, в центре гаража стоит вот такой стеллаж самодельный. Сделан с уголка. Вот такие досточки напилены, закрыты, все это пролачено. Стеллаж очень удобный, вместительный, много сюда чего у меня вошло. Все на глазах, все визуально видно и доступно. Стеллаж, он на колесиках находится. Всегда можно откатить, даже тяжелый стеллаж. Одному можно легко откатить и там произвести уборку, вымести все, что туда могло попасть. Отопление сделано в гараже простое. Простое, но эффективное. Это буржуйка. Несмотря на свою простоту, КПД очень высокий.
За счет чего? За счет вот этой системы шибера, которая переводит эту печь на режим длительного горения. Также там внутри лист. Потом будет у меня видео отдельно по этой печке, поэтому останавливаться не буду. Так, здесь у меня получается это для покраски столик сделан. Все съемный, разборный. Можно вынести где-то или на улице красить что-то, или там где-то у меня другие есть мастерские, кладовки, там могу все это красить. Компрессор. Компрессор вещь нужная, вещь полезная и незаменимая. Вот. Дальше вот такой сейф оружейный. Переделал, поставил полочки дополнительные в сейф. К стенке он прикручен. Очень удобно. Рядом со столом. Открыл. Всякая мелочь, все там хранится. В основном фрезы. Фрезы к моему фрезерному столу. Вкратце я вот так его покажу. Фрезерный стол. Потом отдельно по фрезеру. Вот покажу, как на нем я работаю. Дальше идут над столом стамески. Всякие фигурные стамесочки. Сделано это просто. Просверлены отверстия нужного диаметра. И уложены отверстия. То есть не где-то там в стол или куда-то складываешь, потом начинаешь рыться, все на виду, все на глазах, все удобно. Дальше простые часы комнатные. Поменял, значит, заставку, сделал 2 машины, так как это гараж. И название моего канала YouTube Майер. Очень хорошо придумано, вот я считаю, что вот эти металлические листы, информационные стенды, они не только в подъездах полезны, но и в гараже. В том плане, всегда какие-то планируешь работы, распечатал, повесил на этот стенд и подглядываешь, что сегодня, допустим, вот этот лист я делаю, или этот делаю там, или что-то. То есть вот такие шпаргалки. Потолки, значит, гипсокартон, даже не гипсокартон, ГВЛ зашиты. Потолок утепленный, стены утеплены, полы утеплены. Везде используется пеноплекс, толщина 50 миллиметров. То есть гараж, он как термос. Зимой здесь тепло. Уже зимой приходил, один раз печку стопил, все тут тепло, целый день работаю. Гараж в основном место для хранения мотоцикла. Мотоцикл Иж Планета 5. Хрен знает какого года выпуска. Ну, наверное, где-то 86-го примерно. Родного здесь очень мало. Все доработано, переработано. Провода, электрика, двигатель. Все тут перебиралось на несколько раз. Все модифицировалось. Система зажигания электронная. Потом отдельно сделаю видео по мотоциклу. Но мотоцикл я довел до ума. Могу в дальние поездки на нем куда-то съездить. Вообще рабочая лошадка. Загружаю его полностью. Могу вот эту тележку песка насыпать там. И сделать там 9 рейсов спокойно. Бензин жрет мало. У кого есть возможность приобрести мотоцикл, сейчас они 10 тысяч стоят, можно на барахолке найти, купить, очень. Регистрировать можете его и не регистрировать. Так, ну и что, вот все по гаражу тогда. Смотровая яма, я потом, это отдельная песня, покажу. То есть, вот так маленько приоткрою занавес. Вот. 2 метра глубиной. По-моему, где-то 89 шириной. В общем, просторно, удобно, светло, тепло там. Все тоже там утеплено.
общим планом опять все обведу, покажу. Все своими силами, один, без помощников, с нуля построил гараж. Так он выглядит. В нем работать мне удобно, комфортно. И знаю, что некоторые мне посоветуют, скорее всего, заштукатурить гараж. Красный кирпич, взять штукатуркой, покрасить. Сразу скажу, что я начал с одного вот угла штукатурить, потом плюнул. Мне больше нравится именно вот этот минимализм. Пусть все будет кирпичное, кирпич голый торчит. Мне так больше удовольствия доставляет, чем сделать тут какой-то евроремонт, квартиру. Мне это не надо. Мне эти евроремонты уже и на работе надоели, и дома надоели. В гараж я хочу прийти, чтобы гараж был вот кирпич. Все пускай так сделано тяп-ляп, так скажем. Но при этом функциональный гараж, удобный. Функция гаража, здесь я провожу время не отдыха, а прихожу сюда поработать, что-то сделать. У меня тут не увидите в гараже никаких кресел, диванов, каких-то люстр, домашних кинотеатров, холодильников, пивка, ничего такого нету. Сюда я прихожу чисто заниматься делом, не отдыхать, а что-то сделать конкретное, что-то помастерить и поработать. Я считаю, лучше, если здесь поработал, а с друзьями можно пойти в кабак и в кабаке хорошо посидеть. Гараж для этого не предусмотрен. Водить сюда женщин, слушать музыку, спать тут на диванах и в итоге спалить гараж еще по пьянке. Ну вот такой краткий обзор гаража. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, смотрите другие мои видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Это был Майер. Вот так вот.